Всем привет, дорогие друзья! И мы вновь с вами сегодня на трассе Р-280 Новороссия. И двигаемся мы сегодня с вами в Запорожской области. Очень много видео я уже выложил на этом интервале трассы Новороссия. Кому интересно, посмотрите обязательно, в каком состоянии находится дорога, качество придорожной инфраструктуры, то есть кафе, заправки, зоны отдыха. Ну и вот двигаемся, еще один участок, это мы сейчас с вами едем от города Приморск в сторону Мариуполя. Вот этот участок дороги еще и посмотрим, каково его состояние. Еще раз повторю, кому интересно, все участки дороги, у меня есть видео, начиная от Джанкоя и заканчивая Мариуполем. Вернее, не Мариуполем, а даже дальше, заканчивая Таганрогом. Весь этот интервал на протяжении 430 километров, это расстояние от Джанкоя, от края города и до края города Таганрог. Ну, а если брать по центрам городов, то это примерно 460 километров расстояние. И сейчас это очень актуально. Многие жители центральной части России двинулись на моря. Очень большое количество людей едет в Крым. И эта дорога великолепная альтернатива Крымскому мосту. Тем более мы сейчас с вами часто читаем в новостях, что мост перекрыт, огромные пробки. Вот одна из них была совсем недавно, протяженностью около 30 километров. Пробка со стороны Тамани. В очереди на проезд стояло более 4000 машин. 3000 с таманской стороны и 1000 с Керченской, с Керчи, с Крыма. Так что, дорогие друзья, там очень долгое ожидание, неудобства. И вот альтернатива, если вы едете в сторону южного берега Крыма с центральной России, то это порядка еще экономия во времени, и протяженность маршрута вашего уменьшится на 200 километров. На 200 километров короче, если через Крымский мост. Ну и посты досмотра здесь гораздо лучше. Если въезжаете со стороны Ростовской области, то практически никакого досмотра нет. Так, чистая формальность: заглянуть в машину и двигайтесь дальше. Ну а в Крыму на КПП Джанкой там поставили вот эти сканеры, как флюорография. Водитель прямо на машине проезжает. Это всего занимает там 2-3 минуты. Больше стоишь к этому киоску, где подаешь документы, и там вот фиксируют откуда, куда, фамилию, имя, отчество, и регистрируют машину. Вот это намного больше времени занимает, чем вот сам досмотр. И все, и вы в Крыму. Так что дорога здесь вот пока по Запорожской области, как вы видите, в двухполосном исполнении, по одной полосе в каждую сторону, но дорога великолепная. Можно ехать 90 плюс 20, как известно. И на протяжении всего маршрута от административных границ ДНР и Ростовской области и до границы с Крымом пока камер на скорости здесь нет. Так что едьте спокойно, но все равно не нарушайте скоростной режим, потому что вот сейчас лето, жара, людей расслабляет, и довольно-таки часто вот сейчас смотришь, читаешь новости, статистика, то там авария, то там, и к сожалению, с большим количеством жертв иногда бывают вот эти вот дорожно-транспортные происшествия. Так что, дорогие друзья, всегда будьте внимательны на дороге и соблюдайте правила дорожного движения, в частности, скоростной режим. Ну вот вы, собственно, сами видите, как идет движение. Великолепная разметка, все видно, бескрайние поля Запорожской области. Ну, уже вот по Херсонской области ездишь, пошли арбузы, уже считаются, что херсонские арбузы одни из самых лучших, наравне с астраханскими. Я даже не знаю, какие лучше. Вот пишите в комментарии, кому какие арбузы больше нравятся. Понятно, если арбуз сладкий, то без разницы, какой он, херсонский или астраханский. Но вот сезон их подошел, и уже можно смело их покупать. Ну и вот насчет скорости сказал, движение идет. Дорога эта строится
очень хорошими темпами. В планах до 2030 года вокруг Азовского моря, вот это Азовское кольцо, 1400 там с небольшим километров, сделать четырехполосным дорогу эту. И сейчас бурное строительство еще двух полос идет в Донецкой Народной Республике. И к сентябрю 26 года обещают, что часть трассы, проходящая по Донецкой области, от Ростовской области до Запорожской, будет уже в четырехполосном исполнении. Сейчас уже начались работы, такие масштабные работы, обход Мариуполя. Это, пожалуй, самая грандиозная стройка сейчас. 31,2 километра, много развязок и 3 моста через водные преграды, шум-заборы, как мы их называем, шумоизоляционный экран, ну и барьерное ограждение. И сейчас идет работа вот до Бердянска, даже не до границы Донецкой области и Запорожской области, а до Бердянска, вот сделать четырехполосную дорогу. Ну и, соответственно, дальше пойдет это все строительство в сторону вот Херсонской области и в сторону Крыма. Как мы видим, пока вот две полосы, и не замечено, вот, чтобы где-то пока вот в Запорожской области какие-то работы начинались по пристройке, как, если так можно выразиться, по пристройке еще двух полос движения. Ну, трафик такой достаточно плотный по вот этой дороге, по Новороссии. Ну, фуры, как известно, на Крымский мост не пускают, и вот большие автомобили, они все двигаются в сторону Крыма, вот именно по этой дороге. На трассе достаточно много заправок. Если вот верить источникам, то от Таганрога до Джанкоя, именно вот этот кусок, 66 заправок. Ну, это считается с обоих сторон дороги. Здесь сетевые крымские заправки, Атан и ТЭС, довольно-таки хорошие заправки, но, конечно, здесь вот подороже бензин, чем вот даже в Крыму. В Крыму дороже, чем в Краснодарском крае, ну и так далее. Ну, логистика, сами понимаете. Но самое главное, что без бензина не останетесь. Многие спрашивают, ведь в этих регионах действует комендантский час. Ну, действует, я даже не знаю, с какого времени до какого он действует, но сам факт, что именно вот на эту дорогу комендантский час не распространяется. Так что можете ехать как вам удобней, или ночью, или днем. Ну, ночью из плюсов поменьше вот этих вот длинномеров, дальнобойщики тоже отдыхают. А из минусов, ну, пожалуй, такой тоже весомый минус: степи, херсонские степи, запорожские степи. Ночью, как известно, на югах хоть глаз кали. И вот встречные машины достаточно здорово слепят. Особенно вот если идет какая-то фура, и как раз у них вот фары, если вы на легковой машине едете, и у них фары вот как назло прям почти на уровне глаз сделаны водители легковой машины. И поэтому, хоть, конечно же, там и стандарты, чтобы там ближний свет, но все равно слепит. Кто-то привыкает к этому и едет, никаких проблем с этим не испытывает, а кто-то вот не испытывает судьбу, где-то остановится и поспит вот в ночное время, и когда уже расцветает, начинает движение. Но еще раз повторю, кому как удобно, так и двигается, дорогие друзья. Ну и еще вот одна такая новость меня заинтересовала. Я хотел вам ее вот озвучить. Сегодня прочитал. Автоперевозчики Российской Федерации попросили Роскомнадзор проверить незаконные глушилки на дорогах. Вот новое веяние, вот эти вот незаконные глушилки ставят частные компании. Ну и вот именно автоперевозчики жалуются вот на это все. Вот даже могу немножко вот выдержки прочитать, что попросили провести законность установки генераторов радиопомех вблизи дорог. Нередко их применяют с нарушением законодательства, и владельцы разного рода гражданских объектов, автозаправочных станций, АЗС, нефтебаз, логистических пунктов и прочее, из-за чего на трассах пропадает связь, и навигация
отмечается в письме перевозчиков. На это все влияет на информационные системы на транспорте, с помощью которых отслеживается движение грузовиков. Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам. При потере сигнала от спутников система решает, что водитель сам отключил приборы контроля и может автоматически выписать протокол на штраф. Вот именно вот с этим тоже такая проблема. С влиянием помех на навигационные приборы знакомы и водители легкового транспорта. Вот, например, в зонах электромагнитных помех программа не дает точных координат транспортного средства и отключает привычные для водителя функции. К примеру, она не предупреждает о приближении к зонам с автоматическим контролем скорости. И привыкшие вот к такому комфорту водители и привыкшие к предупреждениям своих навигаторов часто попадают на штрафы без таких подсказок. Ну, возможно, вот где камеры стоят, может быть, это сделано с умыслом, а может и нет. Повторяю, речь идет только о незаконных средствах глушения связи, вот, и обращаются в Роскомнадзор. Потеря связи ощутимые для жителей городов и поселков и деревень вблизи источников помех. Там пропадает мобильная связь и трудно вызвать скорую или пожарных. Ну, само собой, да, помехи влияют и на работоспособность систем спасения эры ГЛОНАСС. Если вот, например, авария произошла в зоне действия глушилки, то прибор теоретически выдаст ложные координаты для отправки в службу спасения или вовсе не передаст сигнал, что вообще чревато. Ну и они, собственно говоря, недорогие. По самым дешевым глушилкам по цене от 3000 рублей подавляют сигнал на расстоянии 20-25 метров. Более дорогие, там, от 30 тысяч, действуют на 2-3 километра. Они широко представлены на рынке и доступны любому желающему. Кто захотел, тот купил и поставил, включил. И есть и устройства, стоимость которых может доходить почти до 3 миллионов и с дальностью действия до 9 километров. И ассоциация «Грузавтотранс» попросила Роскомнадзор зафиксировать участки на трассах, где перевозчиков пропадают навигационные сигналы, и провести исследование этих зон и установить причины сбоев в работе информационных систем. Уже ранее подавались такие жалобы и в Минтранс, и в правительство с просьбой остановить поток необоснованных штрафов и ввести мораторий на их начисление. Ну, действительно, ведь это все такое себе. Ну, трудно это все, видимо, доказать. Со своей стороны, Росавтодор передал в контролирующие органы жалобы перевозчиков на подавление связи. Роскомнадзор получил обращение ассоциации и рассмотрит его в установленном порядке. Случаи неразрешенной установки подобных устройств уже фиксировались, отметили в Роскомнадзоре. Также они еще отметили, что осуществляют мониторинг радиочастотного сектора в гражданской сфере и принимают меры в рамках КоАП при обнаружении устройств. Вот такая новая напасть. Бедные водители со всех сторон их там прижимают. И еще вот такая же напасть. Ну и вот еще пишут, как государство столкнулось с угрозами, которые еще и не существовали в мире. Владельцы объектов на транспорте противодействуют не просто хулиганам, а вооруженным силам чужого государства. Ну и, конечно же, незаконные глушилки нужно убирать. Вот вы едете, бах, довольно-таки часто на М4, вот когда едешь, видишь, сигналы пропадают. Ну, это связывалось там с нестабильной связью. Я как блогер, постоянно у меня включен. Вот, посмотрите, кстати, одна из заправочных станций ТЭС. Можно остановить на паузу и посмотреть, сколько стоит бензин 95-й, 92-й, дизельное топливо. Все есть. И вот бывало пытаешься что-то посмотреть, а не получается, потому что интернета мобильного нет. Ну, это вот, я даже не думал никогда, что такие могут быть махинации, связанные вот с
незаконной установкой глушилок. Но опять же, видите, вот станции АЗС, заправочные станции, конечно же, их тоже можно понять, что хотят свои автозаправки обезопасить и вот вокруг создать такое поле без всяких вот этих вот сигналов, чтобы они подавлялись. Ну, сами понимаете, в нынешнее время это. Но надо все как-то согласовывать, и чтобы не виноваты были вот водители. А действительно, вот дальнобойщик едет, как уже вот сказано было, у него связь пропадает, и сигнал машины пропадает, то есть контроль за ней. И система, видите, оказывается, принимает это за то, что водитель специально сам отключил сигнал и автоматически выписывают штраф. А штрафы, я вам скажу, там немалые. Ну а на платных дорогах так вообще, плюс еще к тому, что проезд по дорогам сейчас цены конские, просто конские. На проезд по М4, там, а, я вот как на легковом машине говорю, там от Москвы до Краснодара, это, по-моему, около 5000 в один конец, и то если ехать в рабочие дни, кроме пятницы, субботы, воскресенья. А вот если пятница, суббота, воскресенье, там вообще на 30% еще дороже. И плюс еще вот эти вот все дела тоже не являются хорошими признаками. Ну, я вот эту новость меня заинтересовала, я хотел с вами с ней поделиться. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну а мы тем временем двигаемся дальше по бескрайним просторам Запорожской и Донецких областей. Я вот представляю уже, когда эта дорога станет четырехполосной со съездами к Азовскому морю. Если вот по движению, как мы едем, то Азовское море находится у нас с правой стороны. Тоже, если взять кольцо, Азовское кольцо, вот это вокруг Азовского моря, протяженность будет 1417 или 27 километров, 1427, по-моему, километров, то со всеми съездами к Азовскому морю, которые планируют построить вот в этих районах, где мы сейчас с вами находимся, длина, протяженность этой дороги составит около 2000 километров. Грандиозные деньги выделены на строительство инфраструктуры, ну, собственно, самой дороги. Сейчас вот по сегодняшним ценам порядка 500 000 рублей, 500 миллиардов, где-то так вот. Так что здесь строительство ожидается такое масштабная. Ну, вот вы едете, допустим, в Крым по этой дороге, вы устали, захотели там денек-два отдохнуть, раз повернулись в сторону Азовского моря, забронировали себе там номер в отельчике, ну и пару деньков там побыли, отдохнули, а может понравится и совсем останетесь. Вот такие расчеты. Азовское море, оно, конечно, не черное, оно мелкое, как правило, где-то на 3-4 градуса, а может быть чуть и больше даже, она теплее Черного моря. Ну и сейчас вот на Азовском море, конечно, это беда медузы, нашествие медуз. Не знаю, как вот в этих краях, а вот в Керчи, там вот практически все пляжи, прям такая белая полоса идет, где урез воды, граничит вода с сушей, и прям такая белая полоса, 1,5 метра, это вот дохлые медузы, прям вот в море невозможно зайти. Естественно, чем теплее вода, тем больше эти корнероты размножаются, и вот такая беда. Купаться с ними тоже не самые приятные моменты. Они ведь жалят тоже их, особенно если синий ободок есть над грибом. Вот самой медузы ни в коем случае нельзя до них дотрагиваться. Так что вот, ну, вы опытные отдыхающие знаете об этом, что можно даже вам об этом и не говорить. Ну вот посмотрите, сколько фур двигается в сторону Крыма. Ну, это я так условно говорю, конечно, в сторону Крыма. Здесь ведь еще и Херсонская область, и Запорожская область. Грузы и туда доставляются, и магазины надо снабжать. Тем более сейчас вот строительный бум идет и в Мариуполе, и в других городах Донецкой Народной Республики. Грузоматериалы нужно доставлять. К сожалению, пока вот насчет железной дороги, здесь вот хотели спрямить участок от Таганрог, Мариуполь и в сторону Геническа. Ну, не знаю, как идет тут работа. И пока, по крайней мере, я вот ехал, пока никаких движений тут не заметил.
Но в планах это есть, построить вот такой участок дороги, и тогда и поездам можно, допустим, с Москвы через Ростов, через Мариуполь, Бердянск, и погнал вот сюда. Тем более я помню прекрасно те времена, до Бердянска очень много поездов ходили и из Москвы, из Киева, из других городов. Но сейчас, сами понимаете. Так что остался вот один автомобильный транспорт, пока и самолеты не летают, хотя есть хорошая новость. Как вы знаете, вот в Геленджике аэропорт открыли, работает он с 8 утра до 20 часов вечера, но вполне этого вот хватает. Все больше и больше городов открывают маршруты до Геленджика, а от Геленджика до Керчи там не так уж много. Я вот не помню, сколько конкретно до Геленджика. Помню, что от Керчи до Новороссийска 178 километров. Так что вот можно будет брать билеты. Тем более сейчас сначала они такие дорогие были, там по 40 тысяч в один конец, по-моему. Ну а сейчас, когда все авиакомпании прониклись и заинтересовались, вот уже цены радикально начинают снижаться. Ну и, конечно, антимонопольный комитет следит за ценами по мере своих компетенций. Ну вот, собственно, поделился с вами новостями, показал вам, в каком состоянии находится трасса Таганрог-Джанкой. Один из ее участков, это вот 460 километров весь этот участок. Ну вот один из них мы посмотрели. А другие участки у меня есть на канале, также подробно можно посмотреть и все это увидеть. Пишите свои вопросы, комментарии, какие вам интересны. И я по мере возможности отвечу на них. На этом буду с вами заканчиваться. Хорошей вам погоды, чистого неба, солнца, теплого моря и хорошего отдыха. Кто вот сейчас решил отдыхать на курортах Черноморского побережья. Ну, а я буду на этом заканчивать. Не забывайте поставить жирный лайк, кому понравилось видео. Ну, а кому не понравилось, делайте, собственно говоря, то же самое. И вперед за солнечным загаром. Вот посмотрите еще немножко, как выглядит эта великолепная дорога. Конечно, вот, ну, очень много, кстати, мест, где можно обгонять фуры. Видите, вот сплошной полосы нету, и обгоняете, выбираете безопасные расстояния и вот делаете этот безопасный маневр. На этом все, дорогие друзья, и до свидания.